Так, у нас уже начал что-то осмысленное спрашивать. Увидел наш контекст, что вот это ask и plan необходимо перевести. Он перевел, ну и спрашивает еще что-нибудь, нужно ли перевести. Из этого переводить ничего не надо. То есть все остальное уже переведено, я правильно понимаю? Что у нас по 18, сейчас 24? Ну, очень легенько используют, мало. Нет, не все переведено. Агент нашел список, но фактически переводы не были сделаны. Я начал готовить задачу, но разговор прервался на вопросе про план ask. На данный момент сделано только дропдаун языки, настройках, все, что нашел агент, в 15 файлах еще не тронуто. А как быстрее всего по времени это выполнить? То есть, если ты создашь, допустим, 5 агентов, между которыми распределишь эти задачи, быстрее все будет выполнено? А что было приятно, когда он сказал... Ну, распределил на 3 агента. Ну, он понял, что да, это рядом. Хорошо, ну то есть экономим уже время, а не наши токены. А чем здесь прикольно? То есть он ответственно посмотрел, какие файлы необходимо редактировать, и он действительно выступает как генеральный директор, как технический директор, который правильно распределил задачи. То есть 5 агентов не надо, а 4 конфликт по одному файлу, чтобы не было, что два агента пишут один и тот же файл, и предложил мне инфраструктуру 3 агентов, и я согласился. Если бы мы делали это через Paperclip, то все бы работали и конфликтовали. Пока он работает, я просто остановлю запись. Ну, тут нечего показывать, никаких логических решений. То, что вот требует человеческого участия, я включаюсь, показываю. У вас будут такие вот нарезочки. Ну, а когда он думает, там, что показывать, нечего показывать. Так, он нам отчитался о том, что все сделал. Но на самом деле много чего не сделал.
Сейчас просто ему отправим, он по поиску найдет быстренько. Так, ну, возьмем, до чего дотянемся. И дальше посмотрим, что сможем здесь вытащить. Плей с холдерах. Что там у нас еще? Ну, то есть достаточно много всего не перевел, не нашел. А не переведенный, жди, что еще нужно перевести. Ну да, такая фундаментальная, кропотливая работа. Так, где у нас там скриншот в текст? И у нас тут какие-то элементы тоже не получилось вытащить. Были сложности с этим, поэтому сейчас просто загоним в ишку на перевод. А, И параллельно я даже не знаю, закидывать ему задачу или не закидывать. В прошлый раз он сказал, что наоборот остановил задачу из-за моего сообщения, и поэтому не допереводил все файлы.
Поэтому я боюсь ему сейчас отправить. Думаю, что можно, конечно, навернуть дополнительную какую-то обертку для того, чтобы пользователи могли сообщать, репортить о каких-то неточностях перевода. Но это уже такое, это не наш проект. Мы так базово поможем, если получится помочь. Потому что видите, как это совсем непросто. Запрос на это есть, но фактически выполнить это, переписать весь код, и там, где везде на английском было, ввести переменные. Сложнее всего это сделать первый раз на первый язык, везде, чтобы все сработало. А потом уже переводы на остальные языки, я думаю, будет простенько. Поэтому я думаю, что мы сразу сделаем ряд языков. Ну, в принципе, получается, что тех данных, которые мы предоставили, просто накопировали текстов, ему было достаточно, и он видит, где это еще не допереведено, и, может быть, еще в этих файлах он покопается, и там что-то тоже недопереведено. 129 файлов. Где мы там? Мы up-to-date, хорошо. Мы up-to-date, это важно, чтобы конфликты не разрешать. Так, ну и вот это ему запустим. Если то он уже поправил, то тогда новые. Ну и сразу проверим, что там как у нас. Что-то не обязательное описание компании. Это уже хорошо. Choose file. No file chosen. Board. Board локальный.
Так, переключаемся между вкладками, смотрим. Значит, еще один скриншот ему сохраним. Во всяком случае, закидываем вот этот скриншот. Но еще тут есть chosen file, да, который не переведен. Ну да. То есть есть что не переведено. Ну, наверное, пусть переведет, уже сделает. Ладно, не дождался я его. Как и почему он самоперезагрузился, я не знаю. Ну, тут все классненько. Лучше, чем было. Так, экспорт-импорт как-то. Ну ладно. Так оно и было. Не совсем логично, но окей. Так, доступ. Статус. Active. Active. Роль. Owner. Аккаунт пользователя. Board. Подтягивается из языка браузера. Ну да, может быть, у меня где-то там выбрано английский язык. Ну хотя можно это поменять. Где тут настройки? Ну ладно, в общем, поверим, что это тянется из браузера, и это автоматом. No file chosen и choose file. Поверим ему на слово. Приглашения. Ну, на самом деле, вообще прикольненько. Сейчас еще вот это вот покопируем ему.
Так, все типы: agent, company, goal, issue, project. А мы возьмем вот так вот и скопируем. Посмотри по частям тогда. Вот это ему закинем. И вот это ему закинем. Пусть думает, пусть работает. Расходы. Ну, достаточно много где не нашел. Журнал интерфейса usage пропустил. А дебет мы отобьем так энтерами, чтобы он понимал, что это разное. Total events in range не переведено. По агентам. Так, а это можно выбрать? А как до этого дотянуться? Текста. Чтобы его скопировать. Или опять надо будет... Ну ладно, давайте через скриншот. Так понятнее будет. Или даже вот так пусть будет. Это отправим и следующее отправим. Так, онбординг. Я не знаю, нужно ли переводить онбординг. Наверное, да.
Так, тут чуть-чуть пришерстили. Так. Дата не так. И все вот эти вот надписи тоже не так. Но надписи, по-моему, верхние мы уже делали. Та же страница расхода. Ну, то есть вот здесь. Да, как-то, достаточно много грех. Не то, что один-два, а там прямо пачками наблюдаем. Что у нас по лимитам? Нормально. Так, это все остальное, по-моему, уже одинаково. Тут еще какие-то вкладочки. Да, тут все не переведено в этой вкладочке. Вижу много непереведенных строк. Я тоже. Выставители счетов. Он по поиску, я думаю, найдет. Так, это были расходы. Навыки. Вот так вот скопируем, что это навыки. А потом идут skills и 4 available. И там еще в фильтр skills. Наверное, вот этот вот блок можно весь скопировать. Наверное, до preferences.
Так, и тут вот bundle paperclip skills are ready only и remove read only mode. Source key used by view code так, это отправляем, а это вставляем. Так. Ну, вижу, что незамкнутых строк много, и они разбросаны по нескольким компонентам. Запущу агента, чтобы перевести все сразу. Ну, вроде бы что-то делает. References. Ну, что, человек пока нужен. Хорошо это или плохо? Если получать работу, то хорошо. Если стараться выполнять какие-то проекты как веб-кодер, то это плохо. Хотя, если именно выполнять работы на заказ, то это тоже хорошо, потому что такой человек нужен. Так, ну и поясним ему, что вопрос в local конкретно. Тут тоже достаточно много всего можно попереводить. Так, только мой реп отчитывается. Тут много чего, что можно попереводить. Отправляем. Вписать. Что там было? Вписать в экран.
Прикольно. Даже Alt, да, попереводил. Ну, хорошо. Агенты. Heartbeat, ну, наверное, сердцебиение. Должно быть. Ну, концентрируем его именно на системных штуках. Запускают реагента параллельно. Ну, запускай. Лимиты есть, гуляем. Action assignment. 2 ago. 2 часа назад. Так, ну все больше уже русских слов здесь. Все меньше иностранных. Прикреплен, давай, переводи. Удобный сырой. Интересно, что там было в оригинале. Я так понимаю, это просто текст. Resuming. События. Что у нас в назначении задачи? Какой-то интерфейс не очень дружелюбный.
Я не понимаю, как пойти чуть-чуть ниже. Load options. Могу выделить, окей, хорошо. Да не надо. Ну или лучше сделать новый скриншот этой области. Чтобы он понимал, где, в контексте чего искать. Тогда здесь подсотрем, потому что там уже частично начали вводить. Ну, я не ставлю цель именно идеально все-все-все. То есть идеально все-все-все-все-все. Это просто слишком много ресурсов человеческих, компьютерных. Ну, так, базово, там, на 2 уровня вниз. Все, до чего просто дотянемся. Почему бы не сделать? Тут пауст появилась. Ну, уже очень-очень прикольно. Сильно-сильно лучше, чем было. Так, что у нас тут? Я же очень надеюсь, что он будет смотреть не только blocked, да, но и по остальным задачам, если он зайдет в этот файл, то он сможет увидеть, что там еще остальные не сделаны. Увеличивается ли количество файлов, которые поменены? 133, ну, вроде бы да, вроде бы увеличивается. Что у нас в проекте? Есть ли какие-то UI, SRC, locals? Так, ну а тут все, получается, те же самые. То есть просто не до конца он доработал внутри этих файлов и внутри остальных. Окей. Полезно, будем знать. У нас все up to date. Так, хорошо. Продолжим. Что еще мы сделали?
Вот такая простая задача — добавить язык. Так, хорошо. Что у нас здесь? Быстрые фильтры. Тоже полезно. А если пустить агента клацать по всем этим ссылкам, то это сильно неэффективно. Ну, то есть он скушает очень много токенов и будет работать очень медленно. Поэтому пока наш разработчик кодит, то мы можем что-нибудь... Ой, как хорошо, доска, столбцы, фильтры. Ну, просто заглядение. Обзор. Статус in progress. Конфигурация. Цели, ключ, value. Так. Может быть, даже вот так вот. Выбрать ему, отправить. Так, ну тут уже прикольненько все. Хорошо. Странно, что часть перевел, часть нет. Цели, процедуры. О, ну тут уже вот классненько. Все хорошо. Ну, мне все нравится. Преображается наш проект.
Это мы как-то сломали проект, или он так и был? По-моему, как-то все по-другому было. Я когда назначал задачи, по-моему, эта панелька как-то по-другому была. Проверь. А после того, как сделаешь все правки, проверь, по-моему, мы сломали назначение задачи. То есть визуально она как-то по-другому отображалась. Это, по-моему, был всплывающий поп-ап. Сейчас визуально я вижу вот что. Так, а у нас же есть с чем сравнить. У нас есть второй экземпляр этого же пепперклипа. А где мы сейчас находимся? 31.01. У нас есть не сломанный, а 31.00. И мы сейчас посмотрим, как там. 31.00. И мы зайдем не онбординг, а сразу дэшборд. И глянем, что такое New Issue. Да, сломали там. Ну, хорошо, что обнаружили. Было вот так. Было вот так. Сломали и стало вот так. Вот мы и сломали что-то в функционале. Наконец-то. Давай я добавлю, как я вижу это все глазами, и в чем я вижу, что сама ошибка. Когда я захожу в дэшборд на порт 3100 и нажимаю New Issue, то я вижу поп-ап, который появляется поверх того, где я находился, и этот поп-ап по центру, фон за краями этого
поп-апа чуть-чуть притемняется, и вот я вижу всю задачу. Там, где мы сломали, это порт 3101. Это задача, с одной стороны, новая задача я нажимаю, и у меня весь фон красится в коричневый цвет, а поп-ап уходит куда-то не в центр, а в нижнюю часть экрана. И... ну да, наверное, в этом основная разница того, что я вижу. То есть я не вижу фона, на фоне чего оно появляется, и все. На то, как выше тебе описано, непонятно, куда заходить и почему появляется этот поп-ап, а я тебе описал, куда я тыкаю, чтобы я его вызвал появление на экране. Я думаю, вот эти вот баги пофиксим. Добавим еще языков 10. Ну и те, которые описаны в запросах на ремонт. Их еще сделаем. И будем общаться с учредителями насчет того, чтобы они приняли наши правки. Теперь у меня полная картина. Запускаю 3 агента параллельно для всех оставшихся групп. Да. Теперь у него точно полная картина. Ну, на самом деле, я считаю, что я везде потыкал. Базовые вещи какие-то. Куда можно было потыкать. Везде потыкал. Все у нас улучшается. Ну, очень хорошо. Я бы сказал, что прямо очень хорошо. Что у нас там было? Добавить компанию? Ну, это же прелесть. Так, идем в самый низ. Это он что-то перепрыгнул. Acme Corp. Так, агент. Больше типов адаптеров. Наверное, вот эти вот вкладки мы тоже скопируем. Cloud код модели не обнаружены. По-моему, мы очень глубоко все сломали.
Это прямо очень плохо. А мы нашими переводами сломали логику выбора моделей. То есть вначале на этом окне выбирается производитель, а потом в рамках него есть там определенные модели. И изначально все было правильно. То есть сама логика была правильно написана. А сейчас после перевода говорится о том, что нету никакой модели для выбора, но это не соответствует действительности. Там должны быть какие-то модели, потому что, они есть. А они не определяются, поэтому, значит, сломана какая-то логика, и это мы ее сломали. То есть, если там, где мы делаем, то это сломано. Вот ссылка, где это все сломано. А вот здесь вот все работает для сравнения. Так, тут попытаемся добавить новую компанию. Перейдем в агента. А тут тоже что-то не выбирается. А чего? Ага, то есть вначале надо выбрать компанию, и только после этого можно выбрать агента. Все нормально, мы ничего не сломали. Отмена. И здесь все выбирается. Здесь ничего не выбирается, потому что тут все сложнее, там через Linux у нас настроено. А здесь все выбирается легко. Хорошо. И здесь тоже язык есть, и он отрабатывает. Да, он отрабатывает. Хорошо, эти комментарии мы стираем. Так жестко логику мы не сломали. Так, вроде бы у меня где-то процентов на 80 формируется уже какое-то спокойствие, что мы обеспечили качество продукта, качество кода. Где у нас там этот запускает 3 агентов, понимая весь контекст. Завис. 3847. Надо что-то ему написать в текст, в чат. 3847 он завис. Так и остался 3847. Есть ли новости? Он глубоко ушел в себя. Мы, конечно, тоже задач накидали. Но мы молодцы, что накидали задач. Мы это все понаходили. Значит, мы большие-большие молодцы.
А я останавливаю запись. Пусть он думает. Когда надумает что-то. Ну вот, остановился, и я не уверен, что он сможет выйти из этого ступора. Надеюсь, да. Но сейчас прерываю запись.